стоим с Надей на автобусной остановке, ждем автобус. Надеюсь, он скоро придет. Нам надо, короче, срочно обморочно попасть в соседний городок, чтобы обменять деньги, потому что в этот городок сейчас приехал хозяин фургона, и я хочу ему заплатить уже всю сумму. И фургон я пока не могу забрать, чтобы он там стоял просто у него. Но чтобы у него уже деньги были. Приехали в городишко прикольный. И идем менять деньги. И первый раз вообще за все время идем менять в аргентинский обменник. До этого все время у русских меняли. И, короче, курс почему-то на 3% дороже. То ли из-за того, что, может быть, в аргентинских обменниках не очень любят крипту. Либо, скорее всего, я думаю, просто потому, что это, не центральный город, а вот он, по сути, возле нашей деревни находится, и, возможно, здесь вот наценка за комфорт, так сказать, что нам из деревни не надо ехать в город. Тут какой-то праздник, тачанка такая едет, водичку развозит. Сегодня что за день? Сегодня будний день. Мы заходим в такое местечко и идем искать обменник. Идем искать обменник. Где-то. Так, экскурсии, одежда, ресторан. Нет, мы первый раз не в то зашли, в другую галерею, а тут прям рядышком вот эта галерея. Так выглядит галерея. Сейчас идем искать обменничек. Вкусно пахнет здесь везде. Ну и вот такая прикольная атмосфера, как в американских фильмах, как будто как в американской глубинке такой какой-то, не прям в деревне. В общем, поменяли. Не очень привычно, конечно, без знания языка, тяжеловато. Что-то мне сначала сказали 3%, потом посчитали 5%. Я ему говорю, так, а 3? Она, да, давай 3 сделаем. Короче, немного стрессово было. Вот, но в целом все прошло хорошо. Бон дия. Вот так выглядит городок. Короче, курс как оно. Я в тот раз платил 300 тысяч песо. И песо стоил 1210 примерно за доллар. А сейчас 1100. Еще плюс 3%. Короче, баксов 100 я переплатил за этот вагончик вот, за месяц. Да, вот так получилось, что примерно около 10% в долларах он мне стал дороже, чем был месяц назад. Вот так вот. Тут не угадаешь. Вот в данном случае вот так получилось. Здесь магазины и очень мало решеток. Нету решеток. Для Аргентины это не очень привычно. Мы-то уже привыкли, потому что мы в городе раз в месяц бываем. А те, кто живут в городе, смотрите. Нету витрины. Вкусняшечек, да, вкусняшечек. Зашли, пока ждем хозяина фургона, зашли на заправку в туалет. И что-то вот расслабились, заказали 2 кофе с молоком, да. Не знаю, капучино это, не капучино. Медиалунасы были 3 последних. И одна штучка там была, типа вместо, такая же, как медиалуна. Типа мы ее хотели заказать. В итоге нам чек вышел на $10. Как бы $10 вообще не хотелось тратить. Вообще не хотелось тратить такие безумные деньги за 2 кофе. А стали смотреть чек. Не то, что чек смотреть, а вот нам принесли, мы заказывали другую штучку. Но Надя спросила, а вот это сколько стоит? Он цену сказал, мы такие, типа, нам это не надо, вот давай нам то. Но из-за того, что мы язык не знаем, как бы он это, понял так, как понял. И дал нам эту штучку за 3000 песо, это, там, $2,5. А по итогу, что получается? Медиалуны 3 штуки были по 800 песо, вышли на 2400. Это $2 за 3 медиалуны. Кофе вышло 6000 песо, это примерно $5, да? Даже, по-моему, не примерно, а вот прям так и есть. И вот эта тарта
Карта с каким-то так. Она 3500. Это, ну, это $3. $3. Кофе $3, это $3. 2 кофе $6, $9 и $2 медиалуны. Ну да, $10 в общем. Тут вот такая уютная красота. Это вот заправка. Автомат, воду продают. И вот так выглядит. О, кстати, казино. Казино. Донатьте бабки, и мы пойдем в казино. Короче, этот чувак сейчас, в общем, ну, запутались, без знания языка тяжело. То есть все не договоришься, половину чисто так, интуитивно. Ты думаешь, что тебя поняли, и все, и надеешься, что тебя поняли. Приехал чувак на Хайлюксе. Я думал, что он тут по работе на грузовике своем должен проезжать. Он на Хайлюксе, не знаю, может, мимо ехал или где-то рядом был, короче, решил заехать в наши края. Вот, ну он остановился просто, типа ему просто бабки дал, он пересчитал, все нормально и все. А у меня, по сути, этот самый, ну, чек, и он не закрытый. То есть, теоретически он может сказать, ну, а где деньги? Как бы я не получал, да, то есть документа, что он получил эти деньги, нет, но я думаю, что не будет с этим дядей проблем. Вот. Чисто на доверии, короче. Вот тоже какой миленький домик. Прикольный. А вот магазинчик какой-то, фермерский, что ли, магазин, кстати. Мы ищем диетику. Магазин, где можно овсянку посмотреть недорого. Но это очень похоже. Карфур стоит. В России кто-нибудь помнит, у нас тоже Карфур был. Ну да. Вот такие бывают домики. Не пойму, как будто тренажерный зал. Наверное, его там... А, нет, кстати, вот там видно что-то такое, типа груши боксерской. Внутрь, я думаю, можно зайти. Ну, давайте проверим, можно ли зайти внутрь. Ну, честно говоря, мне не очень удобно с телефоном в такие заходить. Как будто вообще никого нету. Я была грешна. Я была грешна. И вот рассказываешь. И потом выходишь вот так из чистой совести просто. Ну не красота ли, а? Ну просто красота. Просто красотища. Не будет тут натыкано кафешек, там магазинов. Мороженое. Не будет, да, кис натыкано мороженое? Да. Вот чей-то домик. Вот такая калиточка. Вообще дизайн такой интересный. И по сути вот он, у него терраса на крыше. Маленький домик. Маленький домик. Может это у него чисто вход оттуда. А может весь домик вообще ни разу не маленький. Вот ворота. Я говорю, сейчас иду и понимаю, что как прикольно вот так вот раз приехать сюда. Здесь такие дома красивые, здесь можно погулять, мороженое посмотреть, кафешки, все есть. А потом раз приехать наш лес. Дома-то лес у нас, и мы такие дома ходим, там у нас ничего нету, мы такие в лесочке. Ну как ничего нету? Ну имеется в виду таких... есть. Да, у нас такая тишина, лес, короче. А здесь совсем другая атмосфера. То есть, и ты такой раз перемещаешься по кайфу. Я камеру перевернул, что-то. Архитектуру показать. Красиво вообще. У нас там идешь, там лес, и за лесом, грубо говоря, домики. А здесь
бы... Ну, а здесь вся архитектура вот на показ, Да, но опять-таки она, ну, реально есть что показывать. Конечно, конечно. То есть у людей ни заборов, ничего. Вот ты идешь и просто по этим улицам любуешься. Улицы какие Мы классные. как на экскурсию приехали. Тоже домик. Смотрите, это камин там, наверное, да? И вот так окно полукруглое сделано. Я это уже, ну, заметил, когда я уехал в Турцию. В Турции мы жили. Я говорю, слушай, первый раз такое чувство, что собираясь куда-то гулять и вот, ну, типа отдохнуть, то тебе не надо идти гулять куда-то. Вот ты выходишь из дома и просто идешь по улицам, и здесь просто везде красиво. Это я такое говорил в Турции и в Аргентине. В общем-то, на данный момент, вот сколько мы живем, вот те города, где мы бываем, они с одной стороны очень похожи, а с другой стороны все равно что-то разное. Даже вот природа разная, может быть, сочетание, да? То есть тут желтые листья собираются опадать, тут пальма. А тут сколько пальм? Так это вообще пальмовая аллея какая-то. Какая мысль-то была? Мысль была такая, что если в России где-то такой город, в котором вот так можно спокойно, деревенский, причем такой маленький городок, в котором вот так люди живут, вот такие дома, такие люди, вот так без заборов, просто, и ты можешь вот так ходить и просто, ну, кайфовать от улиц, да, и что здесь не надо идти в какой-то парк там специально, чтобы типа там посидеть, насладиться какой-то красотой. Тут ты просто по улице идешь, гуляешь и наслаждаешься красотой. Какие-то проблемы с экономикой, еще там с чем-то, да, однозначно есть. Их не может не быть, да. Но вот просто жить, вот просто ты выходишь из улицы, тебе просто хорошо. Вот это про Аргентину, мне кажется. Ну, во всяком случае, про те места, где мы с Надей бываем. То есть просто идешь, просто гуляешь, просто тебе красиво, спокойно. Смотрите, какое дерево интересное. Вообще просто какое-то нереальное. Непонятно, что там, из каких листиков это состоит. Но оно там пол-двора занимает. Просто. Поэтому, я не знаю, вот так вот выглядит бедная Аргентина. С умирающей экономикой, преступная, просто кошмар. Чтобы вы понимали, да, как выглядит страна, очень бедная экономически, недоразвитая. Как это выглядит? Как выглядят бедные страны? Просто, да, чтобы вы видели и понимали. О, смотрите, двор. Стоит такая тачка. Слушайте, это вообще аргентинские номера-то? Или это американские номера? Или Иллинойс? Так это же американские номера. Иллинойс. Ой. Нашел тачку в аргентинском дворе на иллинойских номерах. Тема или не тема? Это же вообще просто. Ой. Очень хреновый тайм-менеджмент. Мне постоянно кажется, что я ничего не делаю, ничего не успеваю, и не отдыхаю, и не гуляю, и не работаю, и вот ничего не делаю, просто охреневаю. Возможно, лучше бы если бы я гулял, да? Просто вот так ходил, гулял, день, два, три, неделю, месяц. И может быть у меня как-то это выровнялось бы. А так получается, я и не работаю, и не гуляю. Вот эту всю красоту, по сути, вот с вами вместе. Вы ее на ютубе смотрите. Я, конечно, тут мимо иду, но хожу я тут не часто. Есть кто, у кого так же, что... Кажется, что ни хрена не делаешь, ни хрена не успеваешь. Постоянно себя за это самокритикую, ругаю. И продолжаю дальше ничего не делать, залипать в каких-нибудь соцсетях.
Вот. Ну, то есть, короче, у меня рабочее время очень сильно размазанное. Очень сильно размазанное рабочее время. То есть, по сути, я с утра начинаю там залипать, потом ближе к обеду начинаю работать, и потом могу в 8 часов, 9 вечера закончить работать. И получается, день прошел, я в течение дня чуть-чуть поработал, чуть-чуть позалипал, но никуда не сходил, никуда ничего не посмотрел, ничего такого интересного особо не сделал. Ну, или там сделал, ну, короче, все время мало, потому что время тратится не концентрированно, не точечно, вот так, типа, все, иду гулять. Идем гулять, наслаждаемся красотой. Или все, садимся, работаем. Садимся, работаем, концентрированно работаем, да? А получается, что все размазано. У меня ни в одном видео не было столько вот этой вот красоты уличной. Там человек в окне сидит, а тут и тут тоже. Вот так иногда снимаешь эти домики, потому что для меня это, ну, вообще удивительно красиво. А потом смотришь, а там люди сидят. Немножко неприятно, наверное. С другой стороны, ну, они сами не знают, где они живут, что они в такой... Но они ж тут все живут, для них это типа привычное дело. Это я тут пришел и, открыв рот, на это все смотрю. Вон там какая-то тоже домища. Просто домина какая-то стоит. Вот этот участок пустой. Там он гаражик. Это к вот этому дому принадлежит. Не гаражик, а въезд во двор. Пошли райончики победнее, попроще. Победнее, попроще домики, но опять-таки за счет зелени. Ну, кстати, и зелени меньше. Вот как это так работает? Почему здесь вырубили ее или что здесь произошло? Ну, все равно, вот отдельные домики все равно стараются, какие-то вот кустарники. Вон, кстати, смотрите, обалдеть, на кактусе какие-то плоды красные. СС. Шавель. Какой, а? Аппарат стоит у человека во дворе. Да, в пригороде БА мы с Надей как-то забрели, там тоже искали себе дешевое жилье с предоплатой на год. Я Надю потаскал по таким кушерям вообще, мы по такие залезли. Идешь вот так тоже по отшибу Буэнос-Айреса где-то за вот этим типа МКАДом, за вот этим главным кольцом. И просто и думаешь, где тебя сейчас поставят на гоп-стоп или сделают из тебя кебаб какой-нибудь. Там кто-то в бочке уже кого-то жарит. В смысле жарит на огне. Вот. Такие местечки, да, были. Вот это дерево, которое там в предыдущем моменте над всем двором нависало. А вот смотрите, интересно, забор сделан. Это из чего? Видите, какой забор? Из каких-то одинаковых частей, как будто бы. Не могу понять, что это такое. Кто знает, знатоки есть? Из чего этот чувак сделал себе забор? Это вот понятно, типа из бамбука. Такой зеленый двор классный. Заросший участок прикольный. Прикольный. Тут, конечно, вид, но вид не с участка. Ну просто участок. Вот на такой улочке, такой прикольный участок. Там пару деревьев растет. Ай, Надя говорит, церковь видно, да? Вон та церковь. Видите? Такие вот улицы с такими видами. А что это за тачка? Ну, фордик, наверное, какой-то, да? Красный. Какой-то, наверное, фордик. Так, вот тоже, да? Под пальмой дом. Дом под пальмой. Вот такой вид пальм существует. С толстенными стволами. Я вообще не знаю, там, наверное, у этой пальмы корень размером с этот дом. Вход во двор.
Это что такое, а? Вообще, там горы, тут эта тачка, тут этот дом. Бомба, нет? Как вам вообще? Я уже столько снимаю, тут уже одного только похода по городу, наверное, уже минут на 20. Я считаю, что не выключаю камеру, просто вот иду как это, как Родриго видеорегистратор. Просто снимаю. Ну тут, конечно, райончик такой. Ну, какой такой? Ну, просто не такой богатый, потому что там, видимо, прям богатый район был. А тут, ну, просто обычный район. Как бы не то, что мы там куда-то зашли в какие-то трущобы. Какая крыша из полого кирпича как будто бы сделана. Но она бетонная просто. Внизу там просто бетон. Вот из Парамакс. Вот это Парамакс. Тут как будто бы Парамакс это тема. Походу это самое дешевое строительство. Потом можно вот так заштукатурить его. Покрасить, поштукатурить, покрасить, и он будет офигенно смотреться. Тут мы сворачиваем. Тут мы сворачиваем направо. Надя говорит, что район странноватый, но мне кажется... Кого? Мне кажется, странноватый район мы видели. Мне кажется, тут не странноватый. Если вот этот чувак у нас телефон не отберет, то вполне себе нормальный район. Это Надя преждевременно волнуется. Если отберет, то вы, конечно, это видео уже не увидите, получается. Или, может, на другом канале, на аргентинском, увидите это видео. Че контенту пропадать, правильно? Ну, вот тут речушка такая, конечно, уже нелицеприятная. Ну, да, такой мы райончик забрели, уже вот грязненький. Вот так идешь, 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 идешь. О, котик без хвостика. Надя говорит, пипец. Что, не хотела бы тут жить? А? Че? Надя говорит, трэш. Там ребенок просто без трусов. Просто писает. Прям дверь открыл. Ну не дома же, правильно? Иногда взрослые могут дома писать. А тут ребенок, он писает на улицу. А иногда бывает, что взрослые в угол комнаты списывают. А тут ребенок на улицу писает. Какой тут трэш? Акис. Где трэш? Прокомментируйте. Без комментариев. Без комментариев. Так, ну вот такой домичек. Да не, на нормальный район. Чё вы? Нормальный райончик. Не такой уж и плохой район. Просто вот такие районы, они бросаются в глаза тем, что они вот какие-то грязненькие бывают, да, вот, то есть вот как-то вот так вот мусор валяется. Но тут это еще нормальный район. Мы как-то ходили по не очень хорошему району, и там было реально очково. Кстати, в этом же самом городе, да. А это, кстати, похоже на киоск. Ну да. Это вот киоск даже без решетки, он стеклянный, вообще выбивай и залазь сюда целиком. Так что это хороший. Так открыто же сейчас, ну нет, уже ставим. Трактор какой. Гоняет, как вы думаете, вот этот трактор? Ни хрена себе, магазин без решетки. Вон мужик там какой-то тоже очень странный сидит. И видел, что я снимаю. Если сейчас не погонится... Я тебя не отобью. Нет, если он сейчас не погонится, то... Значит, нормальный район. А за нами пока уже сколько всяких проехало и на мопедах, и на всем, и никто за нами не гнался. Так что район-то неплохой. Остановка вот. Так, вон там какие тачки стоят. Так, ну ладно, это все хорошо, но мы не боимся. Нет, нет, нет. Но нам надо посмотреть, куда нам идти дальше. Ну вот, да, тоже вот плохой район. Вот тут, кстати, походу сперли статую Святой Марии. Тут по-любому должна была быть статуя.
какого-нибудь святого, а там как будто тоже магазин. Ой, ну тут такая собака серьезная. Вот тоже, да? Качанка такая. Модерерия. Так, продолжаем съемку. Телефон до сих пор у нас. Надя тоже до сих пор со мной. Ни телефон, ни Надю никто не украл. Мы просто посмотрели, правильно ли мы идем. И такое ощущение, что мы выходим из этого района. То есть мы буквально на минуту. Я выключил камеру. Посмотрел, как нам идти дальше. Но район стал улучшаться. То есть вот такой какой-то был пятачок. Но это нормальный. Ну просто, как бы, ну для нас это не понять, как это так работает. Да, вот тут уже вот такие более-менее, короче, домики. Так, сзади какой-то скутер едет. Вот опять какой-то магазин как будто бы. Что здесь могут продавать? Не знаю, магазин. Панадерия. Сколько лет этой вывески? Наверное, она как с советских времен висит, да? Годов с 80-х могла спокойно эта вывеска висеть, как думаете? Вот тоже какой-то интересный дворик. Костян, если ты меня смотришь, вот ты бы в этом районе вообще вписался бы, еще бы был бы самым страшным тут этим чуваком. У тебя бы самый такой был бы двор заваленный там. Тут мы таких дворов еще не видели, как у Костяна, по-моему. О, ну вот это контент, который вы все ждали, правильно? О, такой. Ой, сейчас оттуда могут, конечно, прийти и сказать: ты что снимаешь наш дом? Ты что снимаешь наш дом? Нам один раз сказали, что мы здесь. Ну, один раз так сказали, да. Удали наш дом из телефона. Да, в Дерке мы здесь, да, и там чувак нас догнал на машине и сказал: удаляй мой дом, нельзя мой дом снимать. Там дом был, ну, получше, чем этот, наверное. О, джипяра. Короче, это. Так, выходим мы. Вот опять, видите, вот опять тут статуя святого какого-то. А давайте посмотрим, он как-то так странно выглядит. Как будто вообще не как ребенок какой-то, да? Это много, это часто встречается. Вот Святой Отец стоит, пастор говорит: все у вас будет хорошо, ребята, все у вас будет хорошо, говорит так. Но после смерти. Потерпите еще чуть-чуть, жизнь не такая долгая, можно и дотерпеть.